Почему все киношные тигры такие убогие? Неужели сложно сделать нормальный макет танка «Тигр» или вообще взять настоящий из музея? Мне придется сегодня ответить на эти вопросы. Сегодня мы разберем 10 экранных тигров, посмотрим, на какой базе их сделали и где они выглядят убедительно, а где сразу видно обман, и почему даже в большом кино так трудно нормально показать ходовой «Тигр-1». Мы сегодня разберем тигры из кинолент разных эпох, от «Тигров из освобождения» до фильмов «Ярость» и «Дар Тигр». И я Даша, и я много лет работала в секретном КБ, и даже там я не ловила столько кринжа, сколько я получила от просмотра фильма «Белый тигр». Но в конце видео ты узнаешь, почему советские танки – это идеальная база для имитации немецких тигров. В военном кино тигр почти всегда выглядит как главный немецкий монстр. Зрителю сразу понятно, что героям сейчас будет плохо. Но чаще всего перед нами вовсе не настоящий тигр. Настоящих ходовых машин почти не осталось. Снимать их дорого, опасно и сложно. Поэтому в кино тигров играли самые разные танки. То Т-34, то Т-44, также ИСы, Т-55, британские бронемашины и также специально сваренные макеты. И, пожалуй, начнем мы наш разбор с фильма «Спасти рядового Райана». Это один из самых известных киношных тигров, и он появляется в финале фильма. На экране он выглядит грозно, едет по разрушенной улице и давит все перед собой, а пехота вокруг кажется совсем маленькой. Но основа у машины советская, и реплики построили на базе танка Т-34. Для обычного зрителя танк работает отлично. Он большой, настоящий, с гусеницами, с массой и с грязью на броне. Камера берет его снизу. Дым закрывает лишние детали, и в моменте он хорошо продает образ немецкого тяжелого танка. Но если присмотреться, у Т-34 совсем другая ходовая часть, другое расположение башни и другой корпус. Настоящий «Тигр» был шире, массивнее, с катками в шахматном порядке. У киношной машины силуэт немножко вытянутый и не совсем немецкий. Зато у этой реплики был главный плюс. Она ездила. Но для съемки очень важно, чтобы танк заводился, смог проехать по улице, повернуть, остановиться в нужной точке и также выдержать пиротехнику рядом. В этом смысле Т-34 под гримом оказался очень хорошим вариантом. Так что этот «Тигр» из «Спасти рядового Райана» не точный, но очень удачный для кино. Он запоминается, создает угрозу и до сих пор остается одним из самых узнаваемых экранных тигров. А вы помните этот мощный момент, где герой Том Хэнкса якобы уничтожает тигра с пистолета? Ну а теперь давайте перейдем к фильму «Ярость». «Ярость» нам интересна тем, что там показали настоящий тигр. В съемках участвовал Тигр-131 из Британского танкового музея. Музей называет его единственным ходовым тигром в мире. Машину захватили британцы в Тунисе в 1943 году. Позже она попала в музей и прошла долгую реставрацию. И в кадре сразу видна разница. У танка правильный силуэт, настоящая башня и настоящий корпус, а также правильная масса. И даже если сцена самого боя довольно спорная, внешний вид машины почти не вызывает вопросов. Перед нами редкий случай, когда кино показывает нам не переделку, а реальный тигр. Но настоящий музейный танк нельзя гонять как обычный реквизит. Нельзя бесконечно катать его по грязи, ставить рядом сильные взрывы, заставлять его резко маневрировать или рисковать его поломкой. И поэтому часть задач все равно закрывали репликой. И знатоки указывают, что для «Ярости» использовали также макет на базе британской бронемашины. Ну а главный плюс сцены в «Ярости» — это настоящий силуэт. Зрители видят машину, которая пережила войну. Ну а главный минус, что снимать такой танк довольно сложно, и с ним надо быть очень аккуратно. Он ценнее любого кадра. Ну а фильм «Ярость» хорошо показывает главный парадокс. Даже если у съемочной группы есть настоящий тигр, то одной такой машины все равно мало. Нужны дублеры, ограничения, страховка, а также куча технических компромиссов. А теперь перейдем к фильму «Белый тигр». В «Белом тигре» танк выглядит странно, но в этом есть смысл. Фильм не пытается сделать обычную военную реконструкцию. «Белый тигр» там, скорее всего, как страшная машина из солдатских рассказов. Он появляется из дыма, бьет почти без промаха и исчезает так, будто у него свои правила. И забавно, что во всем фильме «Белый тигр» самого белого тигра показали от силы на секунд 30-40. По открытым данным для фильма делали полноразмерный макет «Тигра-1». Также в справочниках по киношной технике указываются советские танки, загримированные под немецкую машину.
Такие танки, как ИС и Т-54. И с точки зрения исторической точности вопросов здесь довольно много. Пропорции не всегда похожи на настоящий Тигр-1. Ходовая часть и корпус местами выдают советское происхождение. И если поставить кадр рядом с фотографией настоящего Тигра, то разница будет заметна. Но для самого фильма такой вид подходит. Машина белая, тяжелая, немного неправильная. И она кажется не музейным танком, а настоящим кошмаром с поля боя. Поэтому технические ошибки часто работают на атмосферу. Плюс этой версии танка, что у него сильный образ. Минус — любитель бронетехники быстро увидит, что перед ним не настоящий тигр, а копия. Белый тигр хорош не как точная реплика, а как киношный монстр. Перейдем к фильму «Освобождение». В «Освобождении» Юрия Озерова к танкам подошли с большим размахом. Для сцен Курской битвы нужна была масса немецкой техники, и настоящих тигров тогда найти не смогли. Поэтому сделали реплики. В источниках указывают, что «Тигры» для фильма строили на базе танков Т-44, а «Пантеры» на базе танков С-2. Также встречается цифра, что около 10 «Тигров» и 8 «Пантер» было изготовлено для съемок. Т-44, конечно, подошел лучше, чем Т-34. У него ниже корпус и издали ходовая часть легче маскируется под немецкую машину. Поэтому «Тигр» из «Освобождения» выглядит намного убедительнее многих ранних переделок. И, конечно, до настоящего «Тигра-1» им далеко. У Т-44 5 катков на борт, а у «Тигра-1» 8, и причем они расположены в шахматном порядке. Масса тоже другая. «Тигр-1» весит около 57 тонн, Т-44 заметно легче. И при внимательном рассмотрении ходовая часть выдает основу. Но для советского военного эпоса такой вариант был очень даже сильным. В кадре много техники, и танки реально едут. Поле боя выглядит масштабно. Зритель получает не один красивый макет, а целую танковую массу. «Освобождение» важно для темы киношных тигров, потому что эти машины потом стали узнаваемыми. И советские переделки на базе танка Т-44 долго еще жили в кино, переходили из проекта в проект, и они стали отдельной страницей истории военной киносъемки. А в фильме «На войне как на войне» тоже появляется танк Т-44, переделанный под «Тигр-1». И он появляется где-то на 52-й минуте. Танк появляется там не для красоты, он нужен как серьезная угроза для экипажа Су-100, и здесь киношная условность работает. Герои сталкиваются с тяжелой немецкой машиной, а зрителю не надо объяснять, почему все так напряглись. В движении такая реплика смотрится прилично, особенно если не давать долгих крупных планов, особенно сбоку. Минус все тот же. Настоящий «Тигр-1» имел совсем другую ходовую часть, и он более массивный. У киношного танка заметно советское происхождение, и если зритель знает Т-44, то он быстро поймет, что немецкая броня тут собрана поверх советской машины. Но для фильма 1968 года очень хороший результат. Машина на ходу, она выглядит тяжело, создает напряжение, а в военном кино того времени это было важнее, чем идеальная копия. В фильме «Горячий снег» также можно увидеть танк Т-44 в роли «Тигра». «Горячий снег» снимает войну ближе к земле. Тут много внимания людям, артиллерии, холоду, усталости. Немецкие танки здесь нужны, чтобы показать давление на оборону. Они идут на позиции, и зритель должен почувствовать, как трудно остановить такую массу. И Т-44 здесь снова помогает за счет своего движения. Физический танк всегда убедительнее, чем неподвижный макет. Он пылит, качается, давит грунт. И камера может поставить его в общий план, а сцена сразу становится крупнее. Слабые места видны при внимательном просмотре. У реплики нет настоящей тигровой ходовой. Пропорции корпуса и башни не совпадают полностью. Но некоторые машины выглядят скорее как собирательный образ немецкого танка, чем же точный «Тигр». Но «Горячий снег» выигрывает общей постановкой. Важен не музейный разбор катков, а ощущение наступления. Танк в кадре делает свое дело. Он давит и заставляет артиллеристов работать на пределе. Ну а в фильме «Герои Келли» 70-х годов использовали танк Т-34-85, переделанный под «Тигр». Для западного кино того времени это был отличный выбор и очень практичный. В Югославии и других странах Восточной Европы было много советской техники, и она ездила, и также она могла работать в кадре. Эти киношные «Тигры» выглядят довольно узнаваемо. У них крупная башня, длинная пушка, вертикальные борта, тяжелый общий вид. И в движении, и на расстоянии, да еще с хорошей постановочной сценой они будут отлично работать. Но Т-34 тут не спрячешь полностью. У него башня спереди и другие катки. Настоящие «Тигры» же шире и тяжелее по силуэту. На боковых планах советская основа также бросается в глаза. Но зато у героев Келли есть харизма. В
Финальная сцена с немецким танком снята почти как дуэль из вестерна. Тигр там нужен как сильный противник для героев, и с этой задачей реплика справляется отлично. Такой тигр можно назвать классикой старой школы. Взяли доступный танк, наварили новую внешность, покрасили, поставили кресты, и машина пошла играть немца. А в фильме «Аты-баты шли солдаты» тоже фигурирует немецкий тяжелый танк, который часто обсуждают и все-таки связывают его ближе с танком Т-44 или же с похожими советскими киношными переделками. И такой пример полезен именно из-за споров. Киношные немецкие танки часто кочевали между студиями. Они ремонтировались, меняли детали и окраску. Через годы уже не всегда легко понять, какая именно база под этим бронекоробом. Один зритель видит танк Т-44, другой 54 или 55, ну а третий пишет, что это просто что-то сделанное для кино. Если разобрать подробно, то снова всплывают обычные проблемы. Ходовая часть, как всегда, не совпадает с «Тигром». Корпус и башня далеки от заводской геометрии. Ну и также часто присутствуют спорные пропорции. Но все-таки такие машины были частью советского киноязыка. Зритель видел крест, длинную пушку и понимал, что перед ними немецкая боевая машина. Der Tiger или же The Tank в международном названии показывает, что проблема не ушла даже в настоящее время. Фильм посвящен экипажу немецкого танка «Тигр» на Восточном фронте. И для съемок тут использовали реплику, а не оригинальный «Тигр». В источниках встречается информация о базе танка Т-55. Современное кино с легкостью могло бы нарисовать танк на компьютере, но физическая машина все равно нужна. Актеры иначе работают рядом с настоящей броней. Камера иначе передает металл, грязь и вибрацию, дым. У реального макета есть вес, который тоже трудно часто нарисовать без ошибок. Плюс послевоенная база, вроде того же танка Т-55, обладает надежностью. Такой танк можно легко завести, вывести на площадку и несколько раз прогнать по маршруту или поставить под камеру. Он крепче, доступнее и проще в обслуживании, чем тот же музейный «Тигр». Ну а минус, как всегда, в том, что Т-55 хуже передает пропорции настоящего «Тигра». Т-55 ниже, компактнее, и у него другая ходовая часть. Чтобы превратить его в «Тигр», нужно сильно поменять корпус. Но при боковых планах база все равно может выдать себя. И Der Tiger хорошо показывает, что даже сегодня идеальный ходовой «Тигр» практически недоступен. Старые проблемы остались. Где взять шасси, как спрятать так ходовую часть, чтобы она была похожа на «Тигр-1». Так почему же так трудно снять настоящий «Тигр»? Во-первых, настоящих машин практически нет. Ходовой «Тигр-131» в Бадмингтоне – это редчайший музейный экспонат. Его нельзя использовать как обычный реквизит. Каждый запуск, каждый поворот и каждая поездка по площадке, она несет риск. Если сломается макет, его можно починить. Если пострадает подлинный «Тигр», потеря будет исторической. Во-вторых, «Тигр» был сложной машиной. У него сложная трансмиссия и сложная ходовая часть. У него много катков и непростое обслуживание. Даже во время войны такие машины требовали очень хороших механиков, запчастей и очень аккуратного обращения. Но для кино такая техника довольно капризна. Ну а в-третьих, ходовой макет стоит очень дорого. Нужно найти базу, двигатель, коробку передач, гусеницы, тормоза, сварить корпус, сделать башню, люки, пушку, а также оставить место для экипажа, пиротехники и сделать безопасное управление. И при этом это все надо испытать, перевести, обслуживать и чинить после съемочных смен. В-четвертых, подходящую базу очень трудно подобрать. Т-34 надежен и доступен, но его сразу видно. Сразу узнается его ходовая часть. Т-44 лучше подходит по силуэту и каткам, поэтому в советском кино его часто использовали, и он смотрелся более-менее убедительно. Т-55 крепкий и удобный, но у него другие пропорции. В общем, любая база оставляет следы. Ну а также кино не требует точной похожести. Танк должен ездить по команде, останавливаться в нужной точке и не ломаться каждые полчаса, выдерживать дым, грязь и пиротехнику. Историческая точность важна, но съемочная группа в первую очередь хочет машину, которая работает на эмоции. Поэтому экранный «Тигр» почти всегда компромисс. Где-то перед нами настоящий музейный танк, например, как в фильме «Ярость», а где-то Т-34 под немецким корпусом, как в «Спасти рядового Райана». Где-то советский Т-44, как в «Освобождении», или же где-то современная реплика на послевоенной базе. И в этом и соль всех киношных «Тигров».
Но почему же, интересно, ради образа тигра чаще брали советское шасси, а не западные танки? Для киношного тигра важна не только форма корпуса и башни. Самое сложное — это ходовая часть. Именно она быстрее всего выдает подделку. У настоящих тигров были большие опорные катки, причем они стояли в несколько рядов и частично перекрывали друг друга. И такая ходовая часть сразу бросается в глаза. Полностью повторить ее на макете дорого, сложно, поэтому киношники искали базу, которая хотя бы издалека похожа. И вот тут-то советские танки подходили лучше западных машин. Т-34, 44, 55, у них опорные катки очень крупные. И плюс у танков Т-44 и Т-55 еще не было поддерживающих роликов сверху, поэтому боковой силуэт ходовой части выглядит чище. И если закрыть часть гусеничной ленты фальшбортом, добавить новые листы корпуса и правильно снять, и зритель сразу увидит что-то близкое к немецкому тяжелому танку. Ну а у многих западных танков совсем другая проблема. У Шермана, Кромвеля, Черчилля, Чайфи и других машин часто были маленькие катки, заметные тележки-подвески или же заметные поддерживающие ролики. И такая ходовая часть сильно отличается от Тигра. И даже если сверху поставить похожий корпус, башню и низ машины, то все равно все бы сразу разоблачили обман и сказали, что перед нами не настоящий Тигр. Особенно это заметно на Шермане. У него характерная подвеска и маленькие катки, и высокий корпус. Переделать его под Тигр, конечно, можно, но сбоку обман тоже быстро разоблачится. У британских танков тоже часто была своя узнаваемая ходовая часть, которую довольно трудно спрятать. И поэтому советское шасси выбрали не потому, что оно было доступным, хотя и это тоже, но оно просто лучше визуально подходило под эту переделку. Большие катки и широкая гусеница, низкий борт, мощный вид. И да, до настоящей шахматной ходовой части Тигра все равно далеко, но издалека такая база выглядит убедительнее, чем западные танки с мелкими катками и роликами. И, проще говоря, корпус и башню всегда можно сварить заново, пушку можно сделать бутафорской, немецкие кресты можно нарисовать за полчаса, а вот ходовую часть ты быстро не переделаешь. И поэтому киношники брали за базу ту машину, которая больше всего походила на немецкий Тигр. И среди доступных вариантов советские танки часто оказывались лучшим выбором. А вы, пожалуйста, обязательно посмотрите мое отдельное видео об уникальном танке «Пантере» и его ходовой части.